Доброго дня сердитым пряникам. Антон Морозенко. Человек в известной степени уникальный. Он сценарист, он продюсер, и вы его все косвенно знаете. Его знают миллионы, десятки миллионов россиян, потому что он является продюсером, сценаристом «Холопа» или только продюсером? Нет, сценаристом. И сценаристом тоже. В первую очередь сценаристом. В первую очередь сценаристом. Насколько я помню, вокруг этого есть история. Антон и его друзья когда-то решили снять комедию, в которой не будет шуток вокруг пердежа, Рыгалова и всего прочего, и сняли одну из самых умных российских комедий. Ну, на самом деле, Антон человек очень необычный, да и те работы, которые он выполнял в кино и на телевидении тоже, и сама его биография тоже необычная. Он не мажор. Вы родом же откуда? Город Курган, Зауралье. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Да, всем. Город Курган. Ну, семья партийного функционера? Нет. Папа у меня кузнец, 43 года проработал на заводе, а мама у меня 43 года была заведующей читальным залом Курганской областной библиотеки. Я в этом плане мажор, потому что у меня был доступ к любой литературе в 90-е, когда книг не было совсем, по 2 книжки на область, вот, но у меня был доступ всегда. То есть в этом плане я мажор. То есть доступ не имей 100 друзей, а не имей 100 рублей, а имей доступ к 100 книгам. То есть это так выглядит, да? Да. Ну вот сразу, короче, вы из Кургана сразу прибыли в это самое, на телевидении стали там сниматься, или там было что-то в промежутке? Там было много чего в промежутке. А правда, что вы Прям еще и милиционер? Какой лихой монтаж у вас сейчас случился. Да, если это вопрос, я могу коротко. Да, конечно, пробежаться. обязательно. Нам крайне важно понимать, откуда вообще берутся в нашем российском шоу-бизнесе люди. Ну, родился я в 80-м году в городе Кургане, учился там до 11 класса, естественно. Потом поступил в Челябинский юридический институт, в простонародье школа милиции. Вот. И отучился там 4 года в Челябинске, вернулся на родину, отдал долг, поработал в уголовном розыске 3 года в Кургане. И потом ненадолго... Особо важным? Или убийство, изнасилование, ПТВЗ, причинение тяжкого вреда здоровью. Статья 105, статья 111, 131 и 132. То есть это явно не воровство яблок там из какого-то сайта? Нет, там такие нормальные ребята работали. И тем более еще город у нас криминальный, у нас поселок, район Рябкова, Заозерный, Северный, это прям самые такие, Чикаго. Рябкова называли русским Чикаго, там, курганским Чикаго. То есть, там, денег не было, у людей работы нет, соответственно, повышается криминальная обстановка. Но это все-таки банальные вещи, скучно, там по всей России так было. А как потом-то, что произошло потом, почему потом? Как-то я вот не вижу, у меня вот вы говорите оригинальный монтаж, а где там, вот хорошо, вы были опером, убийство, изнасилование, курганские ребята, орлы и вороны, как там поет Григорий Лепс, или кто там поет, и кто там... Это Фадеева, кстати, Макса Фадеева. Земляка, он тоже из Кургана, кстати. Вот, он тем более, он из Кургана, он все это видел. И участвовал даже. И участвовал даже. Вот, то есть это все, что называется, ваше. А где там монтажная склейка на все остальное? Как вы вообще? Параллельная жизнь еще, то есть это была основная моя жизнь, да, то есть я закончил, работал, потому что мне надо было отработать обязательно там под контракту, по договору, то есть нельзя было после института сразу уволиться и куда-то там убежать, надо было отработать. Вот. И параллельно в Челябинске в институте я заразился игрой КВН, естественно, я был капитаном команды КВН института. И тогда все началось, мы основали команду, сборную Челябинска «Луна», вот, и начали играть в КВН сначала в низких лигах, там Уральская лига, Ханты-Мансийск, вот, и я параллельно, работая в уголовном розыске, свой отпуск тратил на игры КВН, ездил, то есть втихаря от друзей, коллег,
естественно, чтобы они ни в коем случае... Такой шутливый следак, да? Ну да, мне понятно было, что я парень с юмором, как бы все, все знали, что я играл в КВН, но то, что я играю до сих пор в КВН и трачу свой отпуск не на то, чтобы там куда-нибудь уехать в Сочи погреться, а ездил в Ханты-Мансийск, теплый, играл, об этом никто не знал. Вот. А потом уже так случилось, что мы в Сочи выступили замечательно, нас Александр Васильевич Масляков, царство ему небесное, пригласил в высшую лигу, и все, мы попали в высшую лигу, и надо было выбирать. Либо уголовный розыск, либо вот этот синица в небе. Так, понятно. А у вас там есть еще один очень нетипичный момент биографии. Вы же еще и... Вот мне сильно душу греет. Я сам спортсмен в этом же возрасте примерно был. Вы же футболист практически профессиональный. Ну, с 6 до 18 лет я профессионально занимался футболом, да, по юношам. Но это было во время учебы в школе. Был шанс еще и в 98-м, там какой-нибудь ЦСКА, Динамо, Спартак. Был у нас... Был бы форвард Антон Морозенко. У нас полкоманды ездили, Спартак смотрел их, ЦСКА, сборную России. Мы впятером на сборную Россию приезжали на смотрины. Вот, то есть, там мы серьезно играли. Мы во Франции выиграли юношеский чемпионат, Лигу чемпионов юношескую, первое место заняли. Реал обыграли, ПСЖ обыграли, Льеж, бельгийский. То есть потом в Италии через 2 года первое место заняли. Весь СНГ объездили, Тбилиси, Ташкент, Киев. Потрясающе. То есть Минск, то есть мы вот во всех столицах, наверное, республики мы были. А вот КВН, хорошо, вот что называется, соревновались, вы всю жизнь были азартный, явно чувствуете, что человек азартный. Это правда. Вот у меня вопрос такой, а как все-таки потом КВН перетек в... Насколько я понимаю, и комеди был, и много чего другого было. Это тоже все просто. Все просто, коллеги, все просто. Вот ответ хороший, да. Не, КВН заканчивается, то есть у любого КВНщика, то есть когда ты становишься там чемпионом или вице-чемпионом. Как балерина. Ну да, там же идет поток, тебе молодые наступают на пятки, и уже, хватит, сколько там, 3 года играешь в телеке. Немножко зрителю надоедает команда, тем более новая кровь. И ты начинаешь помогать другим, так скажем, молодым авторам КВН. Зовут тебя. Вот, я помогал молодым командам. И параллельно, естественно, телевидение начало у нас сильно развиваться. У нас появилось там Comedy Club, 6 кадров, Папины дочки. Слава богу, ты пришел. И вот это какой же год был? Это был 2000... Я переехал в Москву окончательно в 2007. В 27 лет, правильно? Да, в 27 лет я переехал, и было понятно, что в Челябинске мы не можем зарабатывать, потому что нету столько денег на Челябинском областном телевидении. Мы там что-то делали с ребятами, какую-то юмористическую программу, пытались ее выпускать, писали, но это было чуть ли не альтруизм, то есть это была какая-то благотворительность, а нам надо же было как-то себя кормить, дети, семьи. Вы еще не были женаты? Мне еще не был женат, слава богу, вот, поэтому меня ничего не держало, то есть якоря никакого не было, тем более я из Кургана, у меня в Челябинске ни родственников, никого, и я рванул в Москву, и тут на меня... Вы просто собрали вещи и уехали в Москву? Да, мне там вещи-то подпоясаться, и все. Ага. Я уехал, снял здесь квартиру, и на меня обрушилось столько работы. Просто. Мы писали все. Мы писали комеди, потом Comedy Woman, 6 кадров, слава богу, ты пришел, Папины дочки. И уже в 8-м году Слава Дусмухаметов с Сеней придумали, Слепаковым, является инагентом, придумали «Универ». Вот, и позвали нас с Женькой Соболевым писать «Универ» и с Димой Пермяковым. В 8-м году я тоже писал сценарий. В 8-м году, вот. И вот мы снимали 3-комнатную квартиру на Тимура Фрунзе. То есть это был первый офис. Вот Слава, Сеня, Дима Пермяков, я, Даша Грацевич и Женька Соболев. И вот там это все, первый сезон мы написали. Мы еще не знали, что это будет. Написали вот историю там, а-ля Friends. Там, у нас референс был «Друзья», понятно. И она что-то как выстрелила. Как полетела по закоулочкам, мы 2-й сезон, и все, и потом уже... То есть это, Слава, это и был тот самый момент, Это был момент, вот, да, когда мы поняли, что, надо, во-первых, было получить профессию, потому что мы существовали в коротких формах, то мы умели писать там юмор, шутки, эстрадные монологи, там, комеди, скетчи 6 кадров, это все-таки немножко далековато от сценариев, от профессии сценарист, потому что там не так много драматургии. Там больше про 7-минутный юмор,
шутка, там что-то остроумное и так далее, но потом оказалось, когда мы начали писать сценарий, мы поняли, что это профессия, ее надо осваивать, надо что-то читать, надо что-то смотреть. Надо... То есть вы не сначала закончили сценарное отделение в ГИКа? Нет, я это называю, что мы это получали образование в рукопашке. В штыковую ходили, да, и каждый раз... Как-то не было времени на университет, и, может быть, это и плохо. Точнее, скорее всего, это плохо. Но было столько этих боев, штыковых атак, что мы как-то вот там все израненные вроде начали понимать. Я где-то там к серии, когда 50 серий написал в диалогах, вот где-то к 50-й я что-то примерно начал понимать. К мне это знакомо. Мы с продюсером серии... этого канала также ходили в штыковую примерно в тот же самый период. К 100-й серии у тебя еще чуть-чуть там открывается какой-то горизонт, ты начинаешь немножко понимать драматургию. Поэтому мне всегда весело, когда приходят молодые ребята, напишут 2 серии на фрилансе, и на 3-й они уже такие, ну, все, мы Бога за бороду поймали, мы все поняли, как все работает. И это очень интересно за этим наблюдать, забавно. Ну, у меня вот вопрос, это же была страшная молотилка, я ж помню, у меня есть знакомые ребята, которые тогда тоже сотрудничали с Камеди, это же была страшная молотилка, то есть работать приходилось просто на износ. Мы просыпались где-то, я в 11-12 ехали работать, то есть писали универ, потом после работы мы ехали, помогали кому-то КВН писать, не за бесплатно, естественно. Вот. Потом после КВН, часов в 11-12 ночи мы ехали на Милютинский переулок, тогда Comedy Woman там существовали. Приезжали к девчонкам, они там репетировали, весь коллектив женский, они там просто репетировали какие-то танцы, там хореографию, а мы в соседней комнате писали монологи Тани Морозовой, вот эти наши православные, как мы умеем, уральские. И писали. Это она же ваша давняя... Она с нашей команды. То есть я как-то видел вашу фотографию с ней и подумал... Она у нас в команде была, в команде по английскому уральской национальности, и поэтому мы как бы по дружбе, как по дружбе, и не бесплатно тоже, мы писали ей монологи, вот эти все ее... Ура! А вот средний палец мой видели? Я прогрессивная, я еще и по-модному послать могу. Это она у нас русскую женщину играла. Женщину, да. Ну и там еще что-то там дописывали, помогали там какие-то, писать в Варнаве с Еприкян. И был там фронт определенный. И это мы там часов до 3, до 4 были. Потом мы еще умудрялись там в 4 утра поехать куда-нибудь... Ночной клуб? Покушать вкусно. И все под утро, ты в 7 придешь домой, в 11 опять, 5 часов поспал, и опять в путь. И вот так это было. Антон, а вы в этой круговерте познакомились со своей супругой в 5 утра у ночного клуба? Или это было уже потом, когда вы стали знаменитым, известным? Да какой знаменитым, известным? Знаменитым, это был период знаменитым, был период узнаваемости в КВН. Ага. Потом, когда он закончился, я просто ушел на затворки, повесил микрофон на гвоздь и стал автором. Уже никакой популярности, известности речи быть не могло. Там в кругах, в кулуарах, может быть. Поэтому меня вся улыбка вызывает эта знаменитость. Но да, 3 года я так поработал, и по Соли мы познакомились с женой с моей в 2010 году. Да, в 2010 году после какого-то... И хоть чуть-чуть это приостановилось, у вас же 3 детей все-таки. Слава богу. То есть Она смогла остановить летящего бизона. Я это своим ребятам, однозводничкам очень часто говорю. Они все в 20, как только мы закончили институт, они все поженились очень быстро, все стали взрослыми ребятами, потому что там опера, там следаки и так далее. Все, семья, дети и так далее. Но сейчас 80% разведены. У всех 2-е семьи, дети без отцов, воскресные папы и так далее. Это трагедия и драма. Вся боль да. Да, я им говорю, ребят, надо сначала потусить, надо сначала, погулять. Чего вы на рынок пришли, вы же не сразу у первого лотка берете рыбу. В свое время принц Филипп очень переубеждал нынешнего британского короля жениться, переубеждал, говорил, что тебе рано, потому что не нагулялся. То есть тоже мудрость такая. Нагулялся мне не нравится, глагол он такой какой-то немножко... не нравится, в общем. А то, что я действительно как-то выдохнул, и не скучно было. Очень было не скучно. И я реально, когда встретил Ольгу, думал, все, хорош, по-моему, все, выдыхаем. Счастлив в браке здесь? Да, я счастлив в браке, слава богу, и рад, что она тогда
в 5 утра приехала за ключами, чтобы там, когда ждала Завидую, ключи. по-мужски завидую, конечно, Да. просто, ну... И все, и мы как-то быстро троих детей, не оглядываясь назад, не боясь, я в итоге всех однозводников обогнал, потому что они мне, вот, ты гуляешь там и так далее, так никогда не женишься, а у нас семья, у нас дети, а ты так и будешь бобылем. Ну вот, Вот так вот вам. старшему уже 12. А вот тогда вот вопрос, а когда примерно началась любовь с кино? Вот это вот вся, потому что и с сериалами, вот такая вот большая любовь, там девушки Макаровой, насколько я помню, Ну, да? это сильно позже. Это сильно позже. А с чего началась любовь вот эта вот вся? Потому что я знаю, что вы и немножко сыграли, например, в том же «Холопе», немножко как актер. Но вот все-таки когда это все началось? Ну, я думаю, что это с универа и началось, потому что я до этого даже как-то... Хотя, что я себя обманываю? Нет, у меня любовь Кому мы началась... говорим, да? Да, наверное, это в школе. То есть я очень любил советский кинематограф, Данелию, Захарова, вот эти фильмы. Я не знаю, сколько раз я их пересматривал. Там Меньшова, ну, то есть, ну, понятно, всю классику, всю эту линейку известную. Вот. И как-то так, наверное, где-то глубоко внутри видел себя там, внутри этого процесса. Там сценарий... Мечта была вот эта внутренняя. Было. Я вот сейчас вот задали Я вопрос. понимаю, а? Было. Я думаю, блин, вот этот мир кино, он меня как-то манил. То есть меня манил вот клуб «Что, где, когда». Я не пропускал ни одной передачи. То есть с детства. То есть КВН, «Что, где, когда» и вот кинематограф. И вот думал, где бы мне себя применить. В Ну итоге хорошо, КВН мечта сбылась. А что, где, когда? Сбылась мечта? сбылась. Да. Да. У меня тоже сбылась «Что, где, когда». У меня была мечта в КВН сыграть и «Что, где, когда». Вот. И у нас была команда. Мы создали команду. Гарик Мартиросян, Вадик Галыгин, Вячеслав Муругов, Таш Саркисян и СНГ-Джи. Вот мы потренировались и поехали в Белоруссию. Мы играли в телевизионной версии у Олеся Мухина. Вот, и выиграли 6-4. И вот эти все бабочки, костюмы, съемка и так далее. Я вот, когда туда сел, я понял, что ну вот галочку еще поставил. Потому что мне нравится сама идея. Времяпрепровождение и вообще, ну это просто интересно. И это другой полушарие работает. Это же не про юмор, это немножко про... Я отдыхаю. То есть, когда я играю «Что и когда», я отдыхаю. Ну, и бог с ним. Это я не про «Что и когда». Это я про мечту. Это не Про мечту, да, вот. И потом, когда случился КВН, это же все потихонечку происходит. Ты сначала КВН, ну как бы поиграешь и... Нет, а потом вот начинаешь, ворвался в телевидение потихонечку. Что-то скетчкомы, тут какое-то шоу, тут потом хоп, сериал. Вот. И когда универ мы начали писать, у меня не было даже мысли о том, что это будет какой-то там большой кинематограф в дальнейшем. После универа появились интерны, а интерны это уже посерьезнее был сериал. 280 серий, как-никак мы написали с Димой, с Дашей. 280 серий, да. Это вот из-под вашего пера вышло именно 280. Да. Интернов 280 серий. То есть, получается, в 2010 году, с 10 по 16 год, 6 лет. 6 лет это был прям очень, очень плотная работа была. С понедельника по субботу мы отдыхали. 40 серий в год? Примерно 40? Примерно, да. Мы прям выдавали на гора, прям работали. То есть по серии в неделю. То есть, чтобы так понимать, это серия примерно в неделю, иногда в отпуск с детьми. Крейсерская скорость, да, была такая серьезная. А выгорания не было, вот честно, хочу, вот скажите честно, выгорания при таких объемах не было? Я в свое время сотни и сотни часов переводил, помню, что такое выгорание. А вот, пардон, при таких объемах сценарной работы выгорания не было? Было, конечно. Ну, то есть ты просто стопоришься где-нибудь, и все, и не можешь придумать линию. Не можешь ее закрыть. У тебя 2 линии есть в серии, а 3 не придумывается, и все. И вот ты сидишь, мы уже давай так, все, давайте забыли, все, пошли в это. Все, день мы не работаем, давай коньяк на стол. Да, и сегодня просто пьем, разговариваем, вспоминаем анекдоты, травим и просто вкусно едим. Вообще ничего не думаем. Завтра все будет, потому что, все, хорош. Приходим завтра, что-то опять не идет. Так, давайте, что нужно сделать. Но в итоге все равно это прорывается там каким-то образом. Плюс... Но это профессионализм, это уже не вдохновение, это именно профессионализм, когда ты на ногтях себя вытаскиваешь. Да, плюс еще свежая кровь была. Мы же не то, что мы такие втроем богатыри, взяли все 280 серий, написали. У нас потом были ребята, мы подтягивали молодежь.
там, я могу же фамилии могу называть, потому что они этого заслуживают. Там Максим Пешков, Сергей Нотариус, Антон Космин, Марат Дулатов. Это наши ребята тоже, вот Марат Дулатов, Антон Космин из команды, которые нам помогали. То есть они в других комнатах думали вбросы, ну, идеи на линию. И когда вот мы уже вот такие сидели зеленые, вот, они к нам приносили, и вот такая вот история. Мы такие: о, класс, спасибо, ребят. И все, мы прорывались таким образом. Они придумывали истории. Вы чаще, вот скажите честно, вы придумывали истории или вспоминали какие-то истории, которые были жизненными? Да, Что ну вообще? нет, конечно, это не придумываются. Ну, чаще всего это придумывается. Вот когда говорят, что вот это все из жизни, ну, из жизни может быть 10% там. Бывает такое, что вот, допустим, был какой-то яркий момент, яркая сцена, и ты из этой яркой сцены ты придумываешь всю историю. То есть это может быть. То есть вот у меня в жизни, у меня в «Девушка с Макаром», кстати, есть такие истории, которые из жизни реальные. Из одной даже горизонтально родилась по 5-й сезон, из моей практики, действительно. Такое бывает, но сказать так, что это все из жизни, конечно, нет. Ты сидишь и просто профессионально придумаешь, ремесло. А как случился «Холоп»? Вот мне теперь интересно. Дело в том, что «Холоп» стал в свое время явлением в нашем кинематографе. Это один из первых фильмов миллиардеров, который перепрыгнул сборы в $1 миллиард, которые считались для нашего кинематографа чем-то совершенно запретным. И тут вдруг случился «Холоп», ну, потом были «Чебурашка», потом вот сейчас... Комедия первая, потому что фильм-то «Движение вверх». Нет, ну это да, комедия первая. Да, но «Холоп» был тем фильмом, который, что называется, вызвал оторопь очень у большого количества наших кинокритиков, которые вот прямо количество негатива, которое вывалили в свое время на эту франшизу, а я ее так назову, потому что мы чуть позже об этом поговорим, почему вообще такой объем был негатива по отношению к этому? Мне в свое время это очень понравилось, очень. Оно чем было связано? Как он вообще был придуман вами, как он появился и почему так? Ну, я уже рассказывал историю, как-то его появления расскажу еще раз. Это был 2011 год. 2011 год, то есть вышел он в 2019 в итоге, а идея придумалась в 2011 году. 8 лет он у вас был, внутри вас. Ну, да. Все на свете белоснежно, не напрасно было. Может, по бокальчику шампанского? Очень оригинально. Сейчас весь клуб будет шампанское пить. Не факт. Зимой его взяли на Арбате с неизвестным веществом растительного происхождения. В апреле 2 ресторана разгромили. А сейчас офицеру полиции задницу сломал. Тормозите, вы говорите! Дайте тёлку какую-нибудь сюда. Это уже перебор, Паш. Перебор. Перебухал, что ли? Кто такие? А? Где ваши смартфоны? Где самолеты, машины? Россию управляет. Давайте все хором. Владимир. Александр Николаевич. Какой еще Александр Николаевич? Царя-батюшку-то не трогай. А век сейчас 19-й. Год-то на 1860, ты сам знаешь. Какой 1800? Ну, 7 получается. На интернах, опять же, мы придумали на 101-ю серию, она на самом деле была 61-й, но потом стала 101-й, мы ее переносили все время. Придумали такую историю, что Быков, главный герой, этот персонаж Охлобыстина Ивана Ивановича, написал пьесу в стиле Антона Павловича Чехова про каждого из своих подопечных. И мы это фантазии переносились в 19 век. Снимали мы это в Мелехово, в усадьбе Чехова, в настоящей, все там же, где Флеглёк, где он там «Чайку» написал и так далее. Ну, то есть вот в этих местах намоленных мы каким-то образом нас туда пустили вообще до сих пор, конечно, это меня удивляет, потому что мы там с огнем баловались, поджигали там, ну, короче, с пиротехниками там. Вели себя. Да, веди себя неприлично с точки зрения кино, ну, с точки зрения там вот этой пиромании всей. Вот, но тем не менее мы там дня 3-4, наверное, мы там были, по-моему, 4 съемочных дня было. И вот мы приезжаем туда с Димой, с Дашей на съемки, как бы все это прочувствовать там, и так далее. Там и без нас бы, конечно, справились, потому что все написано, но нам же было интересно. Мы туда приехали, и была массовка, соответственно, крестьяне в лаптях, вот в этом всем своем, ходили там по фонам. И перестановка, то ли обед, то ли перестановка, не помню. Мы с Димой пошли на буфет,
куда еще пойти в перестановку, на буфет, кофейку налить. И мы идем вот так с ним вдвоем по тропинке, я помню. Я смотрю направо, сидят вот эти бородачи, крестьяне с тесемочками в лаптях, ну вот во всем, в этом нарядном, зафактуренном. И они сидят с ноутбуком, вот, и что-то там спорят про него, там какая-то материнская плата, а у этого процессор такой, а тут, короче, какой-то спор у них идет, который совсем диссонирует с их внешним видом абсолютно. Вот, я такой говорю, Дима, это смешно. Он говорит, смешно. Мрачными голосами сказали, Дима, это смешно. Ну, а это же всегда так делается. Ты же там не будешь, это истерика. Да, я просто смотрел, говорю, Дима, это смешно. Он говорит, по-моему, да. Говорит, что-то в этом есть. Говорит, ну да. Ну и все, и мы пошли дальше кофеек пить. Пошли и начали чего-то тему разминать, а что это может быть, а как это может быть. И в итоге, то есть я сокращаю, к концу дня, мы потом уже с Дашей на ее машине поехали обратно в Москву, и когда мы заезжали в Москву, у нас была готовая идея. То есть, уже была тюрьма, что это мажор, что отец у него богатенький, он это для своего сына тюрьму такую сделал, чтобы он в тюрьму не сел, он построил деревню, чтобы его исправить. То есть фабула у нас была, то есть одним днем. А потом мы это расписали до серии, потому что мы не думали кино совершенно. То есть мы же в сериалах были, вот, мы умели сериалы писать. И мы написали первую серию сериала, планировали. Вот, потом принесли нашим боссам, они говорят, ребята, кому это интересно? Не надо, интерны рулят. Ну вы что, посмотрите на цифры. А реально у нас цифры там были 30, 36, какие-то, которых сейчас вообще нету, такие цифры. То есть все по чесноку. Руководство сказал, нам не надо, вы ушли и затаились. Да, мы ушли, затаились, но у меня была и у Димы, и у Даши тоже. У меня была обида в то время, то есть я это говорю открыто, потому что я это много раз уже говорил, и в том числе лично людям, про которых я сейчас упомяну. Было засилие вот этих плохих комедий от бывших КВНщиков. То есть, они очень сильно смущали и очень сильно меня беспокоили. Потому что, как так? Вы что делаете-то? Зачем вот этот, как вы упомянули, там, пердеж, драки на этих фалоимитаторах и так далее, секс, слюни и все вот какие-то могут быть жидкости в организме. Дурновкусица такая, они все вот через экран прям лезли, вот. И это очень сильно смущало. Я думаю, неужели мы не можем придумать кино, которое вот без этого всего будет, с нормальным юмором, с нашим традиционным. Я тоже изумлялся, с 2011 года начинаем, мне приходилось переводить это все на экспорт, я просто изумлялся, как же это можно. И казалось, что вот эта идея, в ней есть и какой-то там социальный там месседж, да, там запрос на справедливость, и какая-то педагогика и прочее. И мне казалось, что мы можем вот тут обойтись без этого юмора спокойно и снять хорошую, смешную, нормальную комедию. Вот мысль была такая. И мы стали писать метр полный. Написали полный метр. Где-то в течение года тоже понесли. Говорят, ребята, вот, давайте, может быть, мы кино снимем и утрем нос вот этим всем пошлякам и явим миру то, что бывшие КВНщики могут делать нормальное кино, не пошлое. Мы не пошляки вообще. Да. То есть вот идея была такая, то есть желание было такое. На что Сеня сказал, ребята, я туда сейчас сходил с яйцами судьбы, нечего там делать, я там просто столько натерпелся. Не умеем мы кино делать, мы умеем делать сериалы, давайте делать сериалы. Да что ж такое-то? Мы опять ушли, затаились, переписывали его, потом вернулись, посмотрели, еще раз переписали. То есть мы его прям дорабатывали, вынашивали. И потом уже как-то так получилось, что Таймураз Бадзиев, Тамик, решил заняться кино, а он с нами работал. Это продюсер Таймураз Бадзиев, Мем Продакшн. И он говорит, ребята, пришел к Славе, говорит, Слава, хочу кино снять, в кино попробовать. Он говорит, мне бы сценарий. Слава говорит, слушай, а там что-то ребята, Даша, Дима с Антоном, что-то носят уже там 4 года нам. Иди к ним. Что-то у них там какая-то идея есть. И он прибегает к нам, говорит, ребята, вот мне тут говорят, у вас там что-то есть. Мы говорим, есть. А может кино снимем? Мы говорим, мы-то только легко. Мы только за, давай. Он говорит, я пошел денег искать. Я говорю, иди ищи. Он пошел к ребятам с ВБД, к Эдику и Лояну. Вот. Говорит, слушайте, хотите кино снять? Вон там ребята, у них есть сценарий. Он говорит, присылайте. Они почитали, звонят, говорят, конечно, хотим.
Да, давайте. Все, мы договорились о том, что с нас сценарий, креативное продюсирование, вот с них бюджет и продвижение, ну и вообще, что в этих случаях должно делаться. И в итоге вот потом нашли Клима. Долго искали режиссера, кстати, Клим был Тот не самый первый. Клим Шипенко, который потом снял «Вызов» Клим и Шипенко, слетал, да. и слетал в космос. Да, и вот мы с Климом Шипенко еще, наверное, год работали над сценарием, то есть он молодец в плане, он нам задавал неудобные вопросы, мы на них отвечали, мы еще переписывали, и то есть, была такая хорошая, плотная работа, плодотворная. Он с точки зрения кино, мы с точки зрения юмора там, и сценария, потому что, были там моменты, знаешь, он говорит, ребят, классная сцена, вообще вопросов нет, все здорово, говорят, весело и смешно, и по делу, но я что тут буду показывать? То есть я про кино, мне люди придут в кинотеатр, они должны что-то видеть, то есть глаз-то должен радоваться, а не только ухо. Вот, мы такие, да, действительно. И мы придумывали, как решить сцену, например, да, отсюда у нас, их на разговор на мельнице, мы начинаем дроном вокруг них крутиться там и так далее. Чтобы мы вот эту пьесу, камерную пьесу, начали превращать в кино. По сути дела, «Холоп», получается, был сценарием пьесы такой. Такой, да, очень камерный, потому что мы же все-таки... Это не денешься никуда, мы из телевидения, мы сериальщики. ситком, у это нас ситком. 80% в павильоне происходит дело, да, то есть у нас на выход на натуру это большая радость, это, ура, на натуре съемки, класс. И то они там у нас по бюджету, конечно, смешно сравнивать. А тут мы вырываемся в кино, в большой в бюджет, выходим на просторы, дышим воздухом, и мы такие, что, можно на реке? Можно же прям по реке, там на лодке плыть? Да, можно же. Мы такие, вот так, ну-ка. А можно и Бонапарта снять? Можно. Это уже потом. Это когда мы уже вкусили, это когда уже... Дорвались, то есть уже... Да, а там мы были скромнее, мы прям сильно скромничали. Клим говорит, вы что, давайте вот так вот принесем. Мы такие понимаем, что тут лишних 3 миллиона сразу прилетело по бюджету, но зато это масштабно. И вот как-то вот такими вот шагами мы дошли до премьеры, и никто ничего не ожидал. Это сейчас холоп события, никто ничего не ждал. Мы просто радовались тому, что наше детище наконец-то увиделось, наконец-то в производстве, наконец-то это будет кино, и мы знали, что я радовался от того, что я был уверен в успехе. Клянусь, я был уверен в успехе на 100%. То есть я говорю, мы размотаем всех. Я вам обещаю, что мы всех размотаем. Я был почему-то в таком азартном кураже. Чисто спортивный такой азарт. Чисто спортивный интерес. И я радовался, что у нас там нету... Там одна только шутка, за которую мне... Стыдно. Какая шутка? Она как-то... Как она какая попала шутка? вообще? Там есть момент в самом начале фильма, когда он сидит в кабриолете. И Люся Чеботина, кстати, тогда еще неизвестная никому, у нас играла эту девочку, которую он подкатывает в клубе. Вот он ее сажает на переднее сиденье. Он говорит, не пристегивайся. Он говорит, а что? А как ты дотянешься? Говорит, имея в виду, я сейчас смотрю, думаю, вот зачем она? Как она осталась у нас это в монтаже? время. Да, но она мне режет слух до сих пор. Можно было что-то тоньше, литературнее, я не знаю. А тут просто прям про оральный секс и на первых 3 минутах. Это смущает немножко. За что, кстати, нам и прилетало потом. Но дальше все хорошо, и мне кажется, На все первых 3 случилось. минутах режиссеры, сценаристы предложили одну из героинь. Да, понятно. Такой момент. Согласимся. Да. Вот, и потом это как стрельнуло, как это полетело, как давай первые-то 2-3 дня сбора, у меня вообще все глаза на лоб полезли. Уже миллиард «Холоп» сделал за 4 дня. За 4 дня, да. А у них и у всех, то есть представление было, там 600-700 соберем, здорово вообще, мы все будем рады и счастливы. А тут добрый вечер. Вот, естественно. При этом бюджет у фильма был около 400 миллионов. То есть, когда... Какой? 160 миллионов. 160 миллионов? 160 миллионов производственный и 60 промо. Маркетинговый. Да, маркетинговый 60. 220 миллионов, сборы 3,4 миллиарда, это только в России, плюс еще где-то примерно около 800 миллионов в различных вариантах проката. Это первый «Холоп». А в какой момент вы решили сделать, вот теперь доходим до того, что мне близко-близко, вот появились версии в других странах, я понимаю, в первого «Холопа» там его перевели, а потом вдруг неожиданно выстрелило то, что практически никогда в российском кино не стреляло, появились франшизы, они появились после второго «Холопа» или после первого?
А ты меня с ума сводит. Убить решил, тормози! Может, нам просто нужно найти способ, как превратить твоего сына в самодостаточного взрослого? Как думаешь? Матерь Божья. Прекрасно. Чем могу помочь? Сын Теомана 27 лет. Он живет замечательной жизнью благодаря активам его отца. Но он просто образцовый гаденыш. Будем пробовать мои методы. Жестче и гораздо экстремальнее. Фокус такой. Ой-ой-ой! Это не сон. Что это за место? Какой сейчас год? 1500. С первого. Это было сразу в 2020 году. Ой, в 2020, получается. Да, в 2020 году. Причем это было в СМИ, я не знаю, почему все так удивлены. Потому что все говорят, что это якобы какие-то ремейки. Ремейк и франшиза — это две большие разницы, как говорят. 7 стран купили права сразу. Какие? Я сейчас не вспомню. Смотри, Там Франция, я Мексика, знаю точно. по-моему, Испания, Польша, Франция. Монголия. Монголия купила. Монголия они сделали, да. Да. А вот Турки, я не помню, были Турки, они там турки. в первом пуле или нет. Я помню, что 7 стран. честно Так, скажу. и 7 стран. Мы такие, ну, классно, здорово, клевая история, что купили права. И они сейчас только, естественно, разродились, потому что это же надо переписать, это же надо адаптировать, это надо снять, и вот сейчас это только вышло. Ну, тормозной же путь длинный у кино. А все сейчас так удивляются. Да они давно купили права, и мы тогда еще... Мне все, ты с этого что-то получил? Я говорю, я тогда еще получил с продажи прав. А сейчас вот они разродились, французы. Я, правда, ничего не смотрел, только трейлер видел французский. И турецкий видел Ну, трейлер. «Мажор из Парижа» там это Да, версия. монгольский видел трейлер, и еще какой-то киргизский, по-моему, тоже сделали, киргизы. Монгольский трейлер называется «Холоп однажды в Монголии». Я сразу могу сказать, что в Монголии он установил в 2023 году рекорд по сборам. Выпить хочешь? Куплю самый дорогой. Чё пристегиваешься? В смысле? Индюк. Вот тебе за выслугу лет. У меня идея. Я знаю человека с необычным подходом. Что это? Привет, Сого. Кто там? Дамиран. Этот холоп еще жив? Я убью его. Только прикажите. Мужики, вы чего? Остыньте. Повесь его. То есть он рекордные сборы, он повторил успех своего российского коллеги. Фильм был рекордным. Вот сейчас турецкий выходит вот в 25-м году как раз. Я видел трейлер, симпатично. Мне вот, я бы посмотрел. То есть, ну, он как бы уже идет, времени все нет, но это забавно, видеть те же шутки, те же сюжетные линии, которые ты когда-то там придумывал, писал, а тут какие-то другие люди это играют, иностранцы. Это забавно и прикольно. Ну, а как же все-таки? А вот просто это вы случайно залетели в 7 стран на продажу? Или это была какая-то целенаправленная, на самом деле, политика? Вы какой-то продюсер? Антон, вы все-таки креативный продюсер, но там же был человек, который считал деньги, это все продвигал, вот, или как-то само Ну, это все, это те вещи, которые мне вот становятся скучно. То есть я все-таки креативный продюсер, я за креатив, за историю, а вот продажи... Кому там продали, за сколько продали? Нет, не сумма. Мне интересно планирование само. Там я понятия не имею, как это все. Я просто узнал это тоже потом из средств массовой информации, что холопа купили 7 стран. Мне кто-то там в телеге прислал, или там в WhatsApp тогда еще, я не знаю. Мне прислали, я смотрю, порадуйся, прикольно, я рад, все, и дальше своими делами заниматься. То есть я понятия не имею, как это происходит, честное слово. То есть это случилось само, какого-то вот специального задания. Антон, напиши, пожалуйста, Нет. сериал, фильм, который пойдет в 7 стран. Не было такого? Нет. У меня была идея после «Удачи первого», была идея, я просто тоже поделился, говорю, давайте на английском напишем, то есть напишем сценарий про Дикий Запад, например, то есть, назад будет, что-то такое, то есть на Америку перепишем, или там Индию, не знаю, там Китай, возьмем какую-то историю, там, Тяньаньмэнь, я не знаю, там, или тоже там у этих там касты, придумаем историю, переведем и продадим.
И что-то все таки да, это типа хорош. Ну вот, а вот потом выясняется, что... Это вы с нами не работали, потому что мы как раз этим и занимаемся. Давайте придумаем вот историю с у индусами. меня да. такая идея была, честное слово. Она но- хорошая идея, потому что в Индию бы это, конечно, на мой взгляд, зашло бы очень хорошо, равно как и в арабский мир, потому что турецкое и арабское кино, они между собой так перекрестно опыляются, поэтому это тоже идея сама по себе просто великолепна. А как потом появился российский сиквел, назовем его так, второй «Холоп»? Он просто появился, потому что зрители требовали, у него сборы были похуже, насколько я помню. Нет, он 3,8 собрал То есть он чуть-чуть превзошел. на 700. Ну, то есть первый собрал 3,1. Нет. Нет. Ну, мы про АИС, если мы говорим про цифры чисто сборов в кинотеатрах, я там про права, ТВ, там это уже дело Я десятое. беру цифры в целом. Да, нет, в целом, то есть сборы 3 из 100, что ли, там 3 с чем, 3,1, короче. А второй собрал 3,8. Так что, но бюджет был 160 у первого, а у второго бюджет был 800 миллионов. 860, что ли. То есть богато сделал. Богато. Ну, там Клим развернулся, как он там одно бородинское сражение чего стоит, то, что мы на Волоколамке снимали. 2 дня, это же там 1000 человек. Стреляли настоящими снарядами? Как это Нет, режиссера? мы стреляли... Как мы окупим массовку? Стреляли мы там пиротехники и все, но у меня видео есть, как мы камеру повредили. То есть был сырой порох, и камера чуть-чуть... выстрел случился позже, чем нужно, и у нас... Камера просто А в начале это чуть ли не... Такой бэкстейдж, да? Да, у меня есть это видео, это прямо очень больно на него смотреть. Ну, в итоге мы там что-то за 2 часа ребята что-то там собрали, и съемки возобновились. Но на 2 часа мы улетели, опоздали, в итоге до 5 утра снимали. Ну, это что я хотел рассказать-то? Как «Холоп» второй. Ну, я не думаю, что это не будет неожиданностью. Этого требовала ситуация, что коммерческий успех первый. И я думаю, что как с точки зрения продюсеров, я их понимаю, что, конечно, надо делать второй, раз такой успех. Есть опасность в том, что вторые части всегда хуже, если мы не говорим про «Терминатор» и «Назад в будущее», там, не знаю, там, по пальцам одной руки можно пересчитать успешные вторые части. Но это мне кажется, это была неизбежность. И все, и мы сказали с Дашей и с Димой, что мы специально вторую часть не будем писать. Был конфликт у нас небольшой, потому что у нас будет идея, говорит, значит будет, мы подумаем. А так, чтобы сейчас прям ворваться и вот делать вторую часть прям на коленке на следующий год. Нет, в итоге мы на год затаились, не было у нас идеи, не было. Мы что, виноваты? Не пришла. А потом она пришла. Потом она пришла идея, и мы такие собрались, говорим, да, вот тут есть кино. Все, мы поняли о чем, мы придумали о чем кино, и тогда начали работать. Вы же этот год не сидели просто так, сложа руки, то есть работали, продолжая работать на сериалах, то есть поддерживать? Конечно, это вообще «Холоп» это наш, это мы вышли погулять. То есть у нас есть основная работа, у нас есть сериал, у нас очень много работы основной. А «Холоп» это наше как хобби, как отдушина, не знаю, развлечение, это можно так сказать. Это очень неплохое развлечение. А еще развлечься не хотите? И с третьим? Заметьте, я это сказал. Нет, мы точно нет, этого достаточно. То есть мы для себя с Димой и с Дашей решили, что в третьем нас не будет. Я могу оставить это в программе? Надо ли? Хорошо. Я специально... Нет, я могу потом рассказать на самом деле, что происходит, но это лучше не озвучить. Нет, на самом деле мы оставим тогда это, если будет у нас успех у этого подкаста, мы зададим вопрос, а что же там было на самом деле. Я, собственно, задал вопрос по поводу третьего, потому что многие считают, что, если получилось, надо корову доить, пока она не сдохнет. Это та же ситуация была с «Интернами», когда нас канал очень сильно пытался... так, мягко говоря, попросить, давайте продолжение, давайте, еще дальше, давайте нам «Интернов», потому что цифры и все, и нам какие-то там обещали несусветные богатства, но у нас хватило силы воли и адекватности у Димы, у Даши, и у Славы в том числе, и у Артура Джанибекяна, что, ребят, все хорошо. То есть все хорошее должно заканчиваться, и вот это дальше будет хуже.
А вот на пике уйти и закончить и больше к этому не возвращаться, мне кажется, в этом что-то есть. Это же, блин, это же круто. Уходить, то есть, уходить тогда, когда нужно. Ну, вот эту корову не доить до конца, чтобы она уже, бедняга, вся это... Помирает, да. Да, Но у нас таких примеров много на телевидении, и не все они удачные. Хотя все равно смотрят, все равно какие-то цифры дают, удивительно, что-то там кто-то возвращается. Хотя, не знаю, я к этому отношусь скептически. И не очень положительно. Было хорошо, давайте дальше. Придумайте еще что-то. А предлагали, кстати, когда-нибудь работать в международных проектах, которые, вот, что называется, с зарубежным финансированием, будь то 10-е годы, когда это было и так далее, или, интернет, понятно, что это... Звонил ли Скорсезе? Нет. Да, звонил ли Скорсезе? Нет, Скорсезе не звонил. Скорсезе, а почему вы не звонили Анзору Морозенко, если вы смотрите наш подкаст, а? У меня сейчас есть проектик, который интересен. Там можем вообще потом позже обсудить. Я придумал историю классную. Она у меня еще на одной странице, на 2. В таком, Прекрасно. Давайте обсудим. Но опять-таки в программу мы заявочке. оставим зрителю то, что называется в ценном деле, как мы это говорим, крючок. И очень, мы просто это можно потом вырезать все. Просто очень сильно сербы возбудились, европейцы возбудились от истории, сказали, все, давай делать, круто, давай. Оно такое авторское, фестивальное кино. Вообще не про монетизацию, не коммерческая. Прекрасно. Мощная драма. Потом можем обсудить. Хорошо. На этом я хотел бы поблагодарить нашего гостя, который нам, собственно говоря, раскрыл не просто кухню, а даже кладовку нашего российского шоу-бизнеса, потому что называется, когда люди работают и делают 200 по 40 серий в год, это те самые руки, которые все это делают. Потому что действительно люди, делающие 2-3 серии, а потом ловящие Богу за бороду, это не смешно. А вот это именно то, что мне близко. Потому что вот только такие люди двигают вперед наше кино. Спасибо, Антон, огромное. Вам спасибо, что пригласили. Всем пока. Пока.